Приветствую вас! Карьерный самосвал МАЗ-503 Минского автомобильного завода, пожалуй, является такой же классикой, как и другие грузовые автомобили его времени, такие как ЗИЛ-130 и ГАЗ-53. Для своего времени это была отличная машина, грузоподъемностью 7 тонн, и стала второй в семействе 500-х, где была применена новая бескапотная компоновка кабины. Самосвал собирался серийно с 1965 года с использованием узлов и агрегатов базового МАЗ-500 и предназначался для вывоза скальных пород и грунта из карьеров. От базового шасси МАЗ-500 503 отличался уменьшенной до 3200 мм колесной базой, увеличенной до 9,5 передаточным отношением главной передачи, а также усиленной дополнительно поперечной рамой для установки гидравлического подъемного механизма опрокидывания кузова. Для работы в карьере вместо обычного бортового кузова получил новую грузовую платформу ковшового типа вместимостью 4 кубических метра, в передней части которой был установлен защитный козырек. Но в Советском Союзе, как говорится, не только умели тратить огромные средства на запуск в серию новой машины, но и экономить. Вот и на Минском автозаводе конструктора также решили сэкономить, создавший на базе нового 503 МАЗа опытный самосвал под индексом 510, у которой была одна интересная особенность, которая была реализована на другом большегрузном карьерном самосвале БелАЗ-540. Это одноместная кабина. И по задумке конструкторов это позволило бы сэкономить на металле и остекленении кабины, облегчить доступ к двигателю и улучшить обзорность водительского места. К тому же из-за специфики работы самосвала считалось, что устанавливать просторную кабину со спальным местом этому автомобилю ни к чему. И одного посадочного места водителя вполне должно было хватить. Во всем остальном экспериментальный самосвал 510 ничем не отличался от исходной машины МАЗ-503. Он имел такую же раму и 180-сильный V-образный шестицилиндровый дизельный мотор ЕМЗ-236, способный разогнать автомобиль до 75 км в час, работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Ту же трансмиссию, которая передавала крутящий момент 1500 оборотов в минуту на задние ведущие колеса, зависимая подвеска на продольных полуэллиптических рессорах, а также установлены, как и на 503-м, пневматические тормоза. Единственным отличием, как говорилось ранее, стала его максимально унифицированная серийной двухместной от МАЗ-500 и 503 одноместная кабина, которую уменьшили не только в длину, но и в ширину. А двигатель, который находился под кабиной, а теперь находящийся справа от водителя, закрыли своеобразным металлическим капотом. Вход в кабину осуществлялся водителем с левой стороны. Сварную металлическую грузовую платформу оставили прежней. Но после первых же испытаний стало ясно, что каких-либо существенных преимуществ одноместная компоновка кабины не дает, только ухудшая аэродинамику и комфорт для водителя. Да если экономить не получилось, так как было подсчитано, что на производство новых штампов для деталей, изготовление дополнительной оснастки и создание еще одной производственной линии для одноместной кабины требовалось привлечение дополнительных средств, что экономической выгоды не несло. Поэтому на МАЗе, даже не доведя испытания до конца, от этой одноместной кабины было решено отказаться. А если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Также приветствуются ваши комментарии. Желаю вам всего хорошего, до новых встреч!